Сереж. Сереж. Доехали до Питера, ну и 3 часа, в принципе, она нас довезла нормально. Это я иду сейчас, знаешь, как Блогер известный. Вот, на электричке, да, добрались. Сейчас, в принципе, на вело прыгаем, едем в хостел, там забронировал за 300 рублей за кровать за ночь. Вот. Ну, там 12 часов, по сути. Хитрые они, конечно. Не, ну 12 часов, наверное. Подождите, не 12 часов. 22 часа. 22 часа за 300 рублей за кровать. То есть за двоих получилось 600 рублей. Сейчас в этом хостеле едем. В принципе, в центр недалеко. Сейчас вот сюда, правильно, ага. Дороги, да. Надо где-то найти только велодорожку, что ли. Что-то такое. Ого, как она, смотри, делает. Старый Эрмитаж был построен специально для большой коллекции произведений искусства Екатерины II. Смотри, как разворачиваются они, Сереж, чтобы туда заехать. А эти, наверное, прямо едут, да? По Невскому сейчас пойдуть. Над Маской где-то найти. Заставили. В Эрмитаж купили 2 билета, посмотрим, снимаем. Ждем Эрмитажа. Всем пока. Вот, пожалуйста, красивое здание. Памятник архитектуры кубанский. Вы не хочешь фото? Або.
Зашел я в Эрмитаж, купил себе билетик. А вот хожу по Золотому саду. Золотая осень. Блин, шлем надо снять. Велики стоят, даже парковочка есть на территории Эрмитажа. Все круто. 500 рублей билет стоит. 500 рублей, в принципе, не дешево, но для Эрмитажа один раз в жизни сходить, я думаю, нормально. Ну, если не фанат, конечно, то я думаю, нормально будет. Вот он, дворец, вот листик летит. О, какой кленовый. А вот он, красавец. Дворец. Красивый, конечно. Там какой-то он стоит. Памятник. Сейчас мы посмотрим все. Сейчас мы все посмотрим. Тут вот, пожалуйста, Джан Хуань. Китайец какой-то. Технический партнер Эрмитажа, компания Джан Хуань. Так, что это там такое за чудо-юдо? О, кс-кс-кс-кс-кс. Что делаешь, Скотт? Иди сюда, жена. Ты кота видела? Что это такое там стоит за память? А, это, наверное, экспонат вот этого китайца. Что тебе глаз-то подбил-то? Родной, ты что глаз тебе подбил? Ну ладно. Бродим по Эрмитажу. И батарейка садится. Быстро садится батарейка. Прям буквально на часик хватает батареечки. Садится, даже не посмотреть ничего. Не успеешь записать, уже села. Надо либо батарейку менять, либо что. Кто бы знал. Кстати, вот экспонат есть, по-моему, уже китайцы составляют. Ты сейчас будешь мне в морду тыкать? Сейчас будешь мне в лицо тыкать? Смотри, что. Смотри, что идет. Вот что. Ну, это китайцы, наверное, выставляется. Давай посмотрим. Китайцы выставляется, выставка проходит. Не знаю, какой-то, да, типа 5 ног. Не знаю. Дай посмотрим. Да, это Джань Хуань, видишь? Эрмитажный Будда. Будда. Эрмитаж. И, короче, ты можешь на выставку сходить за отдельную плату будет. Понятно. Слушай, как он это привез сюда, вот скажи? Как он привез это? Не знаю, вот сумки, что это. Вот, Эрмитаж, да. Со всех ракурсов покажу. 23 градуса. Ни много, ни мало. Так, а, наверное, маршрут номер 2. А нам номер 1, кстати. Маршрут номер 2 еще другое. Большой старый Эрмитаж. Вот, теперь стало каждый еще маршрут разный, за каждый маршрут отдельно оплатить надо. Я надеюсь, мы пойдем туда, куда надо. Это внутри так? Ну да, но нам не сюда, это не наш маршрут. У нас первый вообще-то. Вот видишь, всякие. Рембрандт. Кстати, здесь работа и Рембрандта. Мы их увидим, надеюсь, сегодня. Вот здесь цари ходили бы. Здесь перекос. Она в Эрмитаже. Занесло меня в Эрмитаж. Кстати, вон Нева за окошком. Это пенится. Ничего себе, царь жил. О, да. Вот так. Там какие-то
Античные копии древних этих. Скульптур. Ой, античных скульптур, да, копии? О, а это мраморный, что ли? Пощупать можно? Так, это железное, походу, а это мрамор. Торгует чем-то, блин, экспонаты заслоняют. А этот церковь у них была здесь своя, она церковь. Главное парадное, погнали. Ой, красиво тут. Представляешь, вот здесь он ходил такой. Что бы сегодня сделать в России такой хороший? Чтобы народу жилось хорошо, а? Куплю-ка я себе за лес еще один какой-нибудь экспонат. Или за нефть. Ну а что, так же было? Это же обмен ресурсов русских, по сути дела. Победа при Полтаве. О, вот здесь сидел, да, король? Он здесь идет? Да, трон, видишь? А пол новый, а какой пол был, интересно? Видишь, А пожар все был. какое-то новенькое. После революции был пожар восстановленный. И вот эти стены тоже новые. В основном вот же написано. После пожара 1800. Восстановлен 1837 год. Но все равно 37 год, Ют. Все равно, в принципе, старый. Вот здесь король сидел и принимал своих гостей. Ой, не король, а царь. Который первый с кем-то сражается. О, камин, походу. Петровский зал, слышь? Вот это самый крутой зал. Да, Ют, смотри, да? А я не знаю, трон из чего. Да нет, наверное. Вот это может быть серебро было. Но я думаю, вряд ли то. Сейчас сколько же денег надо? У шейха столько нет. О, а вот это золотая. Гербовый зал. А, гербовый зал. Был воссоздан. Да, красота.
Скажи, а туда надо идти? Можно? Нет, только вот сюда вам направо, это ваш. Запутал. Смотри, что есть. Галерея Великой Отечественной, ой, просто Отечественной войны. Масляная картина? Ну да, Кутузов, наверное. Чего? А сколько ты взял? Какие драгоценности, скорее всего. Говорят, приводят раз в 4 месяца их только в этом движении эти часы, птиц вот этих. Короче, не часы, а просто шедевр. Ночь. Неплохо.
Давайте, а вот я, ребята, сейчас сижу, пью чай с вареньем и кушаю мороженое. По дворе с сахаром, а перед этим я еще сыр наелся, мороженое. А время путешествия можно. Все перерабатывается. Погода сегодня теплая была, 20 с лишним даже. Поднималась. Для конца сентября это очень неплохо, да, будет? Завтра вроде последний день. Потом переменная облачность, местами дождь, температура до 16 пойдет. А если в городе до 16, то за городом до 13. Ну, короче, опять так. Осенний. После. Не слышишь, что я говорю? Не особо веселый, поспал я. С просонья. Пойду на улицу, сейчас погуляю. Может, что сниму. Покажу еще. До связи. Она катается, наверное, на велосипеде? А, она курит и катается. Классно, классно. А, вот играет, смотри. Саксофон.
соточкой. Полтосики сняли. Я так и все обставилась, короче, камерой. It's all about humanity. It's all about humanity. Так, все, пошла. Так, ребят, добрый вечер. Викинг сидит. Викинг сидит в кинотеатре «Аврора» в Санкт-Петербурге. Чудо поезд и до Твери отправляется. Я в Тверь, потому что еду до поезда. За тех опять той же дорогой ехать, честно говоря, скучно. И сегодня до Твери еду я 2 часа поезд только. И вот зашел в кинотеатр «Аврора». Сейчас 21:45 примерно. Интерьер хотел показать. В принципе, это первое. На фильм шел 21:45, «Психо» в оригинале с субтитрами русскими. И вот посмотрим. В принципе, фильм смотрел хороший, ну, решил посмотреть на большом экране. Театр чем хорош, что он самый старый, там 913 года, нам сказали. Атмосферная такая тема. И что еще интересно, то что сидишь вот так вот на стульях, короче, на креслах, необычно. И это еще редкие фильмы здесь крутятся, не то что редкие, которые, в принципе, из проката уже прошли, а здесь «Психо» можно посмотреть в оригинале 60-го года фильм, да. Прикольно. Вот, и зато скоротая время, где-то 12 часов закончится. Поедем сразу на Ладожский вокзал на велосипедах. Поезд 2. До Твери, а с Твери уже до дома, там где-то порядка 120 километров на велосипедах. Вот такие сейчас у нас ожидания. В принципе, еще сегодня погулять по Питеру. Я не стал снимать, в принципе. Мы так еще уже как бы смаковали немного. Викинг с вами. Пока, до встречи. Ребят, доброе утро. Время 7:40. Викинг стоит на вокзале от Твери. Я добрался до Твери из Санкт-Петербурга. Сейчас из Питера поедем в этот Зубцов на велике. Вот. Добро пожаловать. Дальнейшее приключение. Путь, наверное, займет 2 дня, если все хорошо будет в дороге. И вот сейчас пополняем денежку и едем. Всем хорошего настроения. Вот, стоит.